Добрый день, друзья! Как же приятно рассказывать об успехах. И об успехах именно орхидей. Сегодня покажу вам 5 орхидей. Это реанимашки, которые я получила из Краснодара. Мне прислали именно по моей просьбе в подарок. Попросила 2, но прислали 10. Показываю вам из них всего 9. Чуть раньше показала самые-самые плохие орхидеи. Ссылочку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. А здесь стоит 5 орхидей, которым мы присвоили номера. Ссылки на соцсети и контакты этого продавца я оставляю в описании под видео. Эти 5 орхидей в лучшем состоянии, чем 4, которые я показывала ранее. Ссылку я уже оставила. Но можно еще посмотреть распаковку самой посылки. Потому что то, что я получала, там по моему лицу видно, что не все так хорошо, как я сейчас чувствую, ощущаю, и как мне сейчас это все нравится. Вот эти 5 орхидей под номерами. Сейчас поверну, чтобы было понятно. И вот про эти 5 орхидей я вам и хочу рассказать. У них, конечно, есть какие-то имена и названия, но нам они неизвестны. Поэтому будем говорить, орхидея номер 1 была прислана в самом лучшем состоянии. Я бы ее даже не назвала реанимашкой. Поэтому она активно, очень активно растит корни в горшке. Посмотрите, какие у нее великолепные корни растут от шеи. С одной и с другой стороны. Смотрите, корни начинают прорастать темные. Может быть, она будет темного цвета. Ну, я надеюсь, что мы это увидим с вами. Лист растет. Да, с ней все великолепно. Корни начали прорастать сквозь горшок, и мне пришлось здесь вырезать пластиковое окошко, чтобы, когда мы будем пересаживать эту орхидею, не повредить этот растущий корень. Орхидея номер 2. У нее было состояние чуть похуже, а самое главное, что у нее вот этот лист был вот с такими буграми. Бугры так и остаются. Пока, кроме зеленого мыла, я ничем не обрабатываю орхидеи. Но рост корней тоже отличный. Вот этот лист она обязательно отсушит. Но в этом нет ничего страшного. Растит прекрасный новый лист. Орхидея номер 3. У этой орхидеи было очень много потерянных листьев, причем эти листья оставались такими сухими чешуйками. В прошлый раз мы снимали одну из чешуек, которая мешала росту корней. Ссылку на это видео я тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. И оставалась зеленая чешуйка, которую снять было практически на тот момент невозможно. Она сейчас подсохла. И вот теперь я аккуратно сниму и эту чешуйку, так, чтобы не повредить новые молодые корни, которые начали расти именно после того, как была снята первая часть сухого листа. Сейчас сниму и покажу, какие же корни-то начали расти. Она не только стала растить активно корни от шеи, она также растит корни в горшке. Но вот эти верхние корешки начали свой рост, когда была удалена сухая часть листа. Сейчас мы убрали вторую часть. Вот эти два
великолепных корешка. И у этой орхидеи много было гнилых корней в горшке. Так они и остаются. Некоторые гнилые корни в прошлый раз были убраны, другие еще остались. При этом орхидее ничего не мешает растить новые здоровые корни от старых корней, и, видимо, откуда-то растет очень крупный новый корень. Не видно откуда, но он растет. Самое незавидное и самое удручающее состояние было у орхидеи номер 4. И у меня даже здесь написано, что выживет она 50 на 50. Но она очень хочет жить. Вот именно у этой орхидеи при распаковке были обнаружены корни с плесенью. Плесень была на веломене. Его я убрала. А больше корней, ну, как не было видно, так и не видно и сейчас. В горшке нет ни одного, не просматривается ни одного корня. Но как же великолепно у нее начали расти корни от шеи. Посмотрите, это же просто удивительно. Один корень. Здесь появился второй корень. И намечается третий корешок. Вот он, маленький-маленький. А именно вот на этих тяжах, вот их видно, и был веломен с плесенью. Этот корень я немного прикрываю мхом. Все, больше я корней никаких не вижу. И новый листик просто радует своим ростом. Он растет фиолетовый, но по самой орхидее видно, что присутствует какой-то фиолетовый оттенок на старых листьях. Мне казалось, что эти листья с желтизной, но нет. Видите, как только начали расти корни, желтизна исчезла. Так что никогда не торопитесь разбирать орхидею, пересаживать орхидею, наращивать ей корни. Посмотрите, вот из такого, казалось бы, тяжелого состояния без корней, только два тяжа видно. Посмотрите, как орхидея возрождается сама. Третий корень, лист. Не спешите никогда разбирать орхидею. Ни реанимашку. Тем более не разбирайте взрослую и здоровую орхидею. И пятая орхидея, ох, мы с ней повозились, у нее был мучнистый червец. И опять я приняла для себя такое решение – не обрабатывать орхидею химикатами. Я вам подробно рассказывала, что я делала. Я вручную выбрала всех мучнистых червецов, протерла ее, оставила. Еще одного червеца нашла и больше нет. Наблюдаю, стоит отдельно. Да, когда я пинцетом убирала мучнистого червеца, немножко уколола орхидею. И здесь остались белые пятнышки. Но после этого, посмотрите, вот этот листик, который, видимо, был покусан червецом, он не растет, но она начинает рост нового листа. Появились крохотные корни от шеи. Вот они. А вот это цветонос. Я не думаю, что у нее хватит сил на рост этого цветоноса, но он появился. Пока его не убираю, потому что если я сейчас начну убирать этот цветонос, я еще больше поврежу орхидею. Но пусть сколько вырастет, столько и вырастет. Я думаю, что у нее сейчас нет сил ни на цветение, ни на рост цветоноса.
пусть пока корешки порастит. В горшке ничего не видно, никаких корней в горшке нет. Вот здесь растет крохотный какой-то еле-еле заметный корень. Но я считаю, что это корней нет в горшке. Ну, может быть, внутри, наверняка есть торфяной стакан, может быть, внутри сохранились какие-то корни, так как мы эту орхидею с вами не разбирали, не смотрели, она в таком состоянии пришла именно в этом горшке. Я предпочитаю наблюдать. А самое главное, я же пообещала вам именно с реанимационными орхидеями не применять никаких химикатов. Вот я этого и не делаю. Давайте с вами дальше наблюдать за этими орхидеями и радоваться их успехам. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.